Всем привет! Сегодня мы продолжаем и занимаемся с вкладкой Droppable. Вот здесь у нас будут 4 теста, которые проверяют 4 вкладки: Simple, Accept, Prevent Propagation и Reverse Draggable. Вот. Ну, все достаточно интересные элементы, но суть у них одна – это drag and drop в какой-то либо элемент. Ну, один элемент в другой, в смысле. Как здесь, например, в drag me мы перемещаем это в элемент drop here и видим, что у нас появляется что-то, меняется что-то в div, который был подписан как drop here. В accept то же самое. Ну, вот здесь, например, вот этот div not acceptable, он не будет активным, ну, не будет никаким образом взаимодействовать с div drop here. Но если мы возьмем acceptable, то, естественно, получаем. Вот, соответственно, здесь у нас outer droppable два вида. Одно из них not greedy и greedy, ну типа жадный и не жадный. Смысл в том, что здесь мы, когда внутренний блок помещаем, у нас весь div, оба дива меняют цвет. Если мы перемещаем в жадный, то изменяется только внутренний. Внешний остается в том же цвете и с той же надписью. Но если мы переместим сюда, то, естественно, изменится и цвет, и текст. И revert draggable, то есть not revert, это значит, на этот блок не вернется. То есть мы пытаемся его, он как бы закрепляется в этом диве. А will revert, это значит, мы опускаем drop, но он возвращается на место. Вот, ну и будем эти 4 вкладки покрывать тестами. Вот кто впервые на моем канале, рекомендую посмотреть первое видео этого плейлиста. Называется это видео пролог. Там немножко рассказываю про себя и про этот курс повествования, что он собой представляет. В общем и целом мы пишем свой проект, пет-проект с нуля, для того, чтобы можно было поместить что-то в портфолио, ну и просто попробовать себя в роли человека, который покрывает автотестами UI. Вот. Я уже, ну, в качестве экономии времени уже расписал локаторы, создал костяк в плане класса страницы и класса теста. Ну и тесты обозначил. Вот, давайте я расскажу про локаторы. Ну, просто постепенно начнем. Начнем с Simple. Simple. Simple Dimple. Шучу. Ну, значит, что у нас представляется здесь? Это вкладка Simple. То есть Simple Tab. У нас здесь ID Droppable Example Tab Simple. Ну и как всегда смотрим через DevTools. Так это или не так. Вот мы здесь убеждаемся. Вот Droppable Example Tab Simple. Затем у нас Drag Me Simple и Drop Here Simple. Соответственно, ID Draggable и Simple Drop Container Droppable. Ну, я думаю, что вы знаете, что решетка обозначает именно ID-шник. То есть можно записывать таким образом, можно записывать таким образом. То есть я решил продемонстрировать два варианта. Но я думаю, что многие уже знакомы с этим. И это не вызывает. Давайте посмотрим. Вот, соответственно, ID Draggable, а здесь у нас ID Droppable, Drop Here. И все это как бы связано с Simple Drop Container. Ну, то есть я более узко указал на Droppable Container. Видите, у нас здесь получается, что если мы просто выбираем ID Droppable, у нас появляется 3 элемента, обратите внимание здесь. Но мы их не видим, кроме одного. Почему? Потому что фактически вкладка, вот видите, здесь уже второй элемент выделяется. Второй элемент выделяется, а первый и третий нет. А здесь, соответственно, здесь третий элемент выделяется, а первый, второй нет. Все дело в том, что независимо от того, что здесь вкладки,
данный айдишник присутствует в обоих, точнее, ну, в трех вкладках. Ну, по сути, в дом-дереве, поэтому желательно указывать здесь. Ну, не то, что желательно, а необходимо. Ну, вы могли бы, конечно, сделать через R, elements R, там, present или visible, и выбирать по индексу, но это как бы в некотором смысле глупо, потому что у нас есть отличный айдишник контейнера, где хранится и drag.me, и drop.here, и он именно связан с нашим simple, например, вот здесь опять-таки simple drop контейнер, поэтому сначала я указываю его, потом уже просто droppable, то есть также simple контейнер и droppable. И тут в нашем случае получается один элемент, именно поэтому я указываю два сразу. Ну теперь давайте начнем и напишем тест. Тест заключается в том, что мы будем передвигать, мы сначала возьмем текст отсюда, передвинем и сравним, что там текст, цвет у нас, значит, это все дело, ну, текст изменился. То есть дроп произошел. Так, это будет простой один метод. Ну, этот тест достаточно. Вот поэтому у нас будет def. Первый у нас нужен нам drag div. Ну и здесь self элемент is visible. Locators. Элемент is visible. Также self locator. Не только drop here simple. Ну и дальше у нас уже есть метод, который нам поможет. Это будет action drag and drop to элементу. И, соответственно, мы показываем, что нам нужно drag div, то есть что переместить куда. Куда это нам надо в drop div. Ну и все. А после этого мы возвращаем текст drop div. И в тесте у нас будет следующее. Мы просто кладем в переменную текст dropable page, drop simple и assert в том смысле, что текст у нас должен быть равен чему. Сейчас мы это проверим. Я сейчас пока закомментирую это дело, и мы принтанем, посмотрим, что у нас там происходит вообще. Ну все, вот мы получаем, что у нас текст там называется dropped, drag and drop произошел. Так, и негатив месседж будет, что, ну, условно там давайте проверим, чтобы он прошел тест. Все, пас. Отлично. С этим тестом мы разобрались. Далее нам нужен тест accept droppable. Снова возвращаемся на нашу страницу. Увидим acceptable, not acceptable, drop here. Ну и accept tab. Я сейчас сразу определю вам, ну, покажу локаторы. То есть, соответственно, у нас у таблицы у нас тег A, ссылка, с айдишником droppable example tab accept. Далее у нас acceptable, то есть у нас здесь ID acceptable, далее ID not acceptable. Помню, droppable, но вместе с этим контейнер нам нужен accept drop контейнер. И здесь, в принципе, тоже все. Давайте посмотрим. Вот accept tab. У нас есть acceptable, есть not acceptable, есть и drop here accept есть тоже. Вот, поэтому в этом плане тоже у нас все готово для того, чтобы тест написать. Тоже тест не особо сложный. В принципе, после вот этого примера вы могли бы уже поставить видео на паузу и самостоятельно попробовать сделать accept. Ну и вообще, в принципе, можно было бы дальше попробовать пойти, потом сравнить результаты с моими, ваши с моими. Потому что, ну, достаточно простой тест. И то, что мы здесь используем, делаем, выполняем, ну, будем в accept выполнять, то же самое плюс-минус происходит и в drop simple, просто чуть немножко иная функциональность, немножко иной как бы результат должен получить. Я буду каждую вот вкладку я буду писать одним методом. Вот, я не буду лишний раз разбивать на много функций, но вам рекомендую это сделать для того, чтобы повторяющегося кода было еще меньше и было более удобно использовать эти функциональности на этой странице. Итак, для drop accept что нам нужно? Знаете, я, наверное, еще сделаю, ну, обычно я так не делаю, ну, в смысле, так, наверное, стоит сделать. Мы еще сделаем клик на tab,
хоть мы и знаем, что у нас открывается первая страница это, но на всякий случай нам нужно как бы кликать, то есть мы здесь нужно, чтобы мы могли быть точно уверены, что клик приходит на эту вкладку. И то же самое, ну, с Drop Accept это понятно нужно сделать, потому что у нас он как бы изначально не на Drop Acceptable. Вот, ну и дальше делаем, в принципе, понятные действия. То есть мы определяем Accept Div, Not Accept Div и Drop Div. Точнее, ну, если быть Acceptable Div, Not Acceptable Div и Drop Div. Drop Div, да. Теперь self element is visible, self locator acceptable. Далее у нас not acceptable и далее drop here accept. Вот. И теперь просто мы их используем. То есть сначала, в чем суть? Сначала мы попробуем not acceptable для того, чтобы мы убедились, что здесь ничего не изменилось. Потому что если мы сделаем первый раз acceptable, то потом какое-либо взаимодействие с not acceptable результата не принесет. Поэтому будет более разумно использовать сначала not acceptable, чтобы проверить, что ничего не меняется. Вот так вот, таким образом. А затем acceptable. Вот, поэтому мы используем наш self actions drag and drop to element. И выбираем, что not acceptable. Мы пробуем положить drop div. И затем мы попробуем получить, то есть drop text not accept. Попробуем получить текст с этого, после этого действия. Drop div text. Ну и затем мы делаем drop text accept и тоже получаем текст. И просто потом возвращаем таким образом. Ну и тоже как бы тест готов. Сейчас мы проверим. И сделаем у нас not accept droppable page, drop accept. И сейчас сначала мы сделаем print и посмотрим, что у нас там получилось. Вот мы сначала получаем после того, как accept прошел drop here, то есть текст не изменился, а после того, как мы использовали accept, то естественно он изменился. Поэтому здесь в нашем случае так, ну и соответственно сюда мы выделяем drop here, а сюда drop. И получается здесь будет dropped элемент has been without not has been accepted. А здесь наоборот будет, что the dropped element has not been hot. Да. Has not been. И еще разок запускаем. Вот и все. И второй тест у нас, соответственно, тоже готов. Продолжаем далее. Далее у нас prevent propagation. И тут мы используем drag. Сначала используем, можно сказать, здесь, потом здесь, здесь. Вот, в общем, проверяем. Как вы можете догадаться, в нашем случае здесь это, я по поводу локаторов, это вот эта вот вкладка Droppable Example Tab Prevent Propagation. Вот она. Затем Drag Me, то есть Drag Box. Далее у нас будет Not Greedy Dropbox, Greedy, Not Greedy Dropbox, потом Not Greedy,
inner Dropbox, потом greedy Dropbox, и там greedy Dropbox inner. Ну, в общем, тут проблем никаких нет, они все айдишники есть, все тут нормально. Вот, поэтому это не будет сложно, я так считаю. Ну, вот они мои. То есть вкладка not greedy Dropbox, текст. То есть здесь я еще обязательно отдельно к тексту обращаюсь, потому что у нас в данном случае вот этот вот текст нам нужно забирать. Вот, потом вот этот вот. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Просто если не выбирать как бы по первому индексу child, то есть он будет... Вот сейчас давайте я покажу. Вот видите, он здесь вот выбирает outer droppable, то есть тот текст, который нам нужен, вот этот вот верхний. Если мы сотрем и сделаем просто p, параграф оставим, у нас будет два элемента. Потому что тут два типа параграфа. Нам нужен как бы один, поэтому мы выбираем здесь еще и child, ну, ребенка, то есть определяем, что нам нужен первый ребенок. Первый дочерний элемент not greedy Dropbox. То же самое касается просто greedy. Вот. Ну и тоже давайте напишем тест, точнее метод, который нам позволит это сделать. Так, ну и def у нас drop prevent propagation. Видите, у нас показывает, подчеркивает зеленым, что, видимо, является не очень правильно грамотным, но я беру то название, которое здесь имеется. Вот, поэтому это уже проблема разработчиков сайтов. Потому что мне необходимо соблюдать конкретные названия, подписи, надписи, которые указаны на сайте, для того, чтобы не было никакой путаницы. Так сказать, не мое дело, я в него не лезу. Ну, здесь мы открываем вкладку нашу. И далее определяем элементы. Но элементы будут в первую очередь, это будет drag div, то есть тот div, который мы будем перемещать в другие элементы, в их вовнутрь этих элементов. Потом self локатор, ну это понятно. Здесь потом нам нужен сам бокс, вот сам вот этот весь inner box. Первый этот будет not greedy inner, то есть маленькие вот эти вот маленькие квадратики, маленькие дивы внутри больших дивов. Not greedy inner box. Вот, затем просто нужен greedy inner box. Self element visible, self locator, greedy inner box. После этого мы будем уже здесь выполнять drag and drop. Как я говорил, сначала мы будем перемещать элемент наш drag div в not greedy inner box. Да, таким образом потом мы будем брать текст not greedy box и также будем брать текст not greedy
inner box. Вот. И здесь уже нам нужно взять вот здесь not greedy inner box текст, то есть внутренний текст вот этого маленького дива и основного дива. Ну и здесь мы основной div как бы не еще не объявляли, там не делали ни в какую переменную, но это как бы не требуется в данном случае, поэтому я просто забираю отсюда, ну, сразу определю и возьму текст таким образом. И далее нам уже здесь уже необходимо self-action элемент. Так, ну так как у нас вообще в принципе разделены здесь как бы дивы, в которые нужно положить драг, то оно не важно в принципе в какой последовательности. Здесь оно от этого удобства как бы не изменит никакого. Вот. Но вот это вот мы скопируем. Единственное, что удалим таким образом. И это все вернем. Ну да. Текст not greedy, потом текст not greedy box, потом текст greedy box. Здесь пропустил. Так. Greedy box и так вот. Здесь мы, ну сразу, то есть там я пишу, что у нас там. Not greedy, потом not greedy inner, потом greedy и просто greedy inner. Получим мы следующим образом. Что мы ожидаем? Что мы ожидаем? Смотрите, в первом случае сначала я беру, кладу вот сюда drag and drop. И получаю, что и в внутреннем диве, и во внешнем диве у нас изменился текст. Затем я также кладу во внутреннюю часть greedy. И определяем, что внешний текст не изменился, а внутренний изменился. И это как раз сейчас проверим. Ну вот, как мы видим, у нас дроп, а здесь не изменился. То есть правильно работает у нас все верно. Таким образом все. Давайте по поводу негатив месседжа у нас что? Нам важно, чтобы у нас будет ошибка, если здесь элемент, ну как сказать, давайте будет, что просто он не изменился. То есть условно мы текст проверяем, изменился он или не изменился. Типа того. А здесь, что он наоборот у нас изменился. Вот, давайте проверим. Вот, ну все, мы получаем пас. Это отлично. И остался у нас последний тест, последняя вкладка. Называется Revert Draggable. Ну, тут у нас тоже знакомая ситуация, с которой мы встречались. Это изменение позиции в стайлах. Вы видите, там у нас меняется left, top в пикселях. Нам важно что? Чтобы после у нас вот есть вот типа она по нулям. И после изменения он должен все равно остаться по нулям. Вот. Из локаторов у нас вкладка Droppable Example Revertible. Далее Revertible и Not Revertible.
и dropable, но который лежит в контейнере revertible drop контейнер. Сейчас в этом убедимся. Вот dropable, tab revertible. Здесь revertible drop контейнер и dropable. И revertible и not revertible. Тоже все у нас просто и понятно. И теперь сделаем метод. Ну, лично я сделаю два только метода, потому что у нас там много разных происходит взаимодействий. Вот я просто немножко разделю, чтобы у нас был. Так, давайте напишем. Сначала у нас будет метод, который будет взаимодействовать с will revert, а потом который будет взаимодействовать с drop not revert. Поэтому у нас здесь drop will revert draggable. И в первую очередь, конечно же, нам нужно кликнуть на эти два метода. Они будут связаны с тем, что not revert. Но они как бы в некотором смысле немножко разные проверяются тут. В общем, да. Итак, первое, что нам нужно, это нам нужно кликнуть на Tab, чтобы у нас переключился на другую вкладку. Element is visible, self, locators, will revert. Точнее, нет, у нас revert tab получается, да? Revert tab. Далее мы определяем will revert и drop div. Что там называется? Drag не называется сразу. Drop here, drop here, drop. И дальше мы делаем self, как обычно. Нам что нужно? Нам нужен will revert. Отправить в drop div. И после этого мы получаем позицию position after move. Вот. Потом мы сделаем небольшое, то есть в момент, когда элемент туда переместился, мы сразу же получаем его изменение позиции. И здесь сделаем небольшой time-slip. Для того, чтобы элемент вернулся назад. Немножко получим небольшую форму. Дальше у нас будет position after revert, то есть позиция, которая после вот этого возвращения. И также получаем вот это вот значение. И получаем position сначала after move, а потом position after revert. Давайте проверим. Will move и will. Так, вот давайте посмотрим, что там получится. Работает эта тема со слипом или нет. Ну, хорошо бы, конечно, сделать более предсказуемо, и чтобы в действительности у нас получалось вдруг там задержка со скриптом и 1 секунду будет не хватать. Вот, но в данном случае вот мы получаем, видите, что у нас позиция left 1.290, а другая 0.00, то есть она вернулась назад. Ну, относительно своей уже заданной. Вот. И здесь мы сделаем второй метод. Просто не хочется вот все, как бы он по сути один у нас здесь такой. Давайте, может быть,
Я имею в виду, у нас будет элемент, если метод новый писать, он будет в принципе такой же, только будет обозначаться как not revert. И как бы по сути здесь опять меняются только локаторы. Вот поэтому давайте просто сделаем. Уберем will отсюда. Снова сделаем словарик. Type drag. Ну и чтобы не переписать, не писать все там заново, я просто из виджетса забрал просто одинаковую структуру. Используем drags. У нас тут два варианта будет. Сначала это будет will, а потом not will, просто чтобы было более понятно. Что у нас в итоге получается? Will revert. Вот у нас будет таким образом. Здесь у нас остается тот же. Здесь все тоже остается. Вот. Ну, давайте, что у нас will и not will. Вместо этого сделаем will. Правильно или неправильно? Да, у нас изменилось название на более нейтральное. Так, давайте запустим, просто проверим. Если сейчас работает, то сделаем тогда и... Так, это работает. А теперь... проверим, что получится из этого. Вот мы видим, что не будет, значит, возвращаться, не будет реверт происходить. У нас здесь ничего не изменилось, тут изменилось. Давайте сейчас точно убедимся, все ли здесь правильно будет. Ну, в принципе, да. В принципе, работает верно. То есть смысл такой, что в первом случае у нас изменится значение, он вернется назад, а во втором ничего не изменится, он останется на месте. То есть значения будут равны. Что такое? Ну, получится следующим образом. У нас will after. Вот, давайте проверим. Все отлично у нас работает. Так, итак, у нас все 4 здесь закончилось. Мы завершили тест. И еще один предпоследний блок, ну, мини-блок. В общем, поздравляю. Сейчас мы все закоммитим. Благодарю за ваше внимание, вы отлично поработали, спасибо. Но теперь пришло время привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.